в эфире. Добрый вечер, дорогие друзья. Это у нас долголетие по понедельникам. Ну, как сказала, так сказала. И долголетие, опять же, важно только тогда, если я хорошо себя чувствую. Ну, а для женщин еще необходимо хорошо выглядеть. И в анонсе я написала, если вам встретится такая женщина, которая скажет, а мне не важно, как я выгляжу, не верьте. Таких не бывает. Это значит, у нее либо истерика, либо еще какие-то вот там неприятности, может быть, на каком-то фронте, на личном или в работе, не знаю где. Но это не так. Потому что это женская природа. Хорошо выглядеть и еще одна фраза замечательная. Я вообще-то, ты зачем красишься и ухаживаешь за собой? Я только для себя. Оно, конечно, что только для себя. Но заодно, что если подружка зашла и посмотрела, и хорошо, если она промолчит. Вот если она говорит, ах, как ты хорошо выглядишь, надо подойти посмотреть, что не так. А если она промолчала, сжав губки, ну, надо тогда понимать, что все в порядке, выгляжу отлично. Итак, разговор сегодня будет снова о красоте. И прежде чем представить наших профессиональных экспертов по этому поводу, да, я хотела бы несколько слов сказать о том, что же делали в древности на Руси или в древнем Риме, в древнем Египте. Но это уже далеко, но тем не менее есть какие-то такие интересные штучки, которые мы можем посмотреть. Итак, сейчас я включу демонстрацию экрана. Вообще понятия красоты были разными. Во все времена и во все века я, к сожалению, не нашла одну замечательную такую картинку. По-моему, иранская принцесса, она долго бродила по интернету, совершенно такого непонятного вида, не то женщина, не то мужчина в платьице, за которую бились, вообще и убивали, и заканчивали самоубийством очень многие мужчины, они добивались ее взаимности. И понятие о красоте в разное время было разным. Мы иногда смотрим на картины художников и не можем понять, что же это такое-то. Почему же, собственно говоря, вот это красиво, наверное, ну, красиво или запечатлено так красиво. Причем, смотрите, прыгать справа и слева. Пожалуйста, выключите все микрофоны. И вот еще. Вот это же надо было на себе все это носить. Вот эти вот накладные кошмарные волосы, вот эти вот шляпы совершенно безумную. Ну, кроме того, еще такие юбки, в которых и ходить, и переносить было трудно. Но когда мы посмотрим на личико, за которым ухаживали наши прабабушки и прапрапрапрабабушки, то и в России, на Руси, и в Древнем Риме первое, что было, но не в Европе, кстати, первое, что было самым важным, это гигиена. Это бани и солярии. Вот этому уделяли, то есть очистка. Наверняка вы сегодня будете говорить о том, как нужно очищать кожу, что это самый первый пункт перед уходом за кожей. И вот это знали давным-давно. Бани, термы и так далее очень много времени проводили кроссовки. А после этого наносились маски и масла. Для отшелушивания, то есть скраба, который мы сейчас называем, использовали луковую золу, пемзу и мел. Мы сейчас там используем кофе слитый или просто уже настоящие хорошие скрабы. Но это было всегда. В Древней Руси девушки умывались сметаной, простоквашей. Клеопатра, мы знаем, что в молоке купалась. Ну, то есть все, что только можно. Ну и, конечно, украшали себя после этого макияж. Что был макияжем для наших красавиц? А вот давайте вспомним вот эту вот самую картинку замечательную, Морозко, помните? Когда ее украшали и натирали ей щечки свеклой.
Кстати, использовали для помады, кстати, начали делать очень давно. Делали их на основе пчелиного воска. И в этот пчелиный воск окрашивающим элементом были или насекомые, цветные насекомые, красные там и так далее, или потом уже перестали насекомых использовать, потом использовали ягоды. Ну, ту же самую свеклу использовали или этот самый смородину, использовали, конечно же, вишню, потому что все это было уже важно. И сейчас, кстати, пчелиный воск настоящий, хотя это дорогая помада будет, тоже является основой этой помады. В общем, украшательство, украшательство было у нас давно и было всегда. И всегда понятия о красоте были разные. И сейчас мы тоже понимаем, что есть определенный эталон красоты, но самое важное время идет, оно беспощадно, и нам приходится что-то делать. Чем раньше мы это начинаем делать, вообще говорят, уже после 20 люди уже начинают серьезно заниматься своим лицом. И вот если уже мы говорим об этом, то давно-давно-давно пора. Уже после 20, наверное, до 20 нас никто и не смотрит, оно им пока не надо, уже нужно об этом думать. Сегодня вам расскажут о том, как ухаживать за лицом, как они это делают. Два эксперта по здоровому, уходовому, так сказать, вот этому важному моменту, по уходовой косметике, то, что мы можем делать дома, на самом лучшем креме, на самом лучшем геле, вообще каким образом это делать. Это Лидия Шунина и Наталья Овешникова, которые занимаются больше 20 лет этой проблемой. Ну и, в общем-то, выглядят они тоже очень и очень неплохо. Не будем говорить, сколько нам лет, ну, ну, не знаю, как сказать, за 30 или за 40, ну, где-то так, ну, не больше. И поэтому, конечно, что важно здесь? Мы сами все знаем, мы с вами все знаем, надо умываться правильно, надо очищать кожу вовремя, надо ее увлажнять, питать, еще какую-то, наверное, косметику для глаз иметь обязательно. Но здесь очень много всякой продукции. Это и веки, это и губы, и тут как бы метишься, с чего же начинать. И вот с чего начинать, как продолжать. А самое вкусное и самое интересное — это рецепты, потому что подсмотреть то, как делают это люди, не каждая женщина вам признается и скажет, чем она пользуется. Итак, сейчас я передаю слово вам, дорогие мои эксперты, по тому, кстати, мы всегда спрашиваем именно у этих двух дам, а чем сейчас можно пользоваться, когда осенью, вообще с чего начинать, что делать летом, ну и прочее. Передаю вам слово. Будем очень внимательны и приятного вам просмотра. Почему звука нет? Игорь, почему-то нету песни, звука. Ну, зато красиво было. Да. Да, Лидия, слушаем вас. Наталья. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем с вами, или точнее продолжаем разговор о красоте. Каждая женщина хочет быть красивой, а для счастья, конечно, ей в том числе нужно чувствовать себя молодой и красивой. И, конечно, каждую женщину интересует, что же нужно делать, чтобы надолго сохранить вот эту красоту природную, данную ей в молодости, и как сохранить свое очарование, как правильно ухаживать за собой.
Что такое вообще правильный грамотный уход за кожей? Но прежде всего мы должны понимать, что покупателю нашему что нужно. Нужно определить, какие конкретно средства нужны для конкретно его типа кожи и состояния кожи. И главное, получить великолепный результат от использования этих средств. Я думаю, все со мной согласятся. На самом деле, если все делать правильно, то вполне реально сохранить молодость и красоту на долгие-долгие годы. И должна сказать, что не обязательно постоянно бегать к косметологам на какие-то радикальные процедуры. То есть можно сократить посещение косметологов. Для этого существуют золотые правила красоты. Игорь, ролик, пожалуйста. Можно попросить ролик? Угу. Сейчас я просто хочу подчеркнуть, что вот такие замечательные ролики создает наша коллега, дистрибьютор из Дагестана Наташа Васильева. Спасибо ей огромное. Золотые правила красоты. Не так уж они сложны. Первое, надеюсь, ни для кого это не новость, что необходимо ухаживать за собой. Нельзя лениться. И вечером, допустим, когда женщина, может быть, приходит уставшая домой, или она устала, даже находясь дома от домашней работы, она все равно должна выделить как минимум 15 минут для ухода за собой. Второе правило – это очень важно правильно ухаживать за собой. И что же значит правильный уход? Это значит, что он должен быть регулярным, систематическим, постоянным. Еще один такой важный пункт – это то, что необходимо использовать средства одной компании, одного производителя. Если это возможно, то одной серии. Почему? Потому что базовый состав, он там одинаковый будет. И каждый компонент или каждое средство усиливает действие другого средства. Они дополняют друг друга. И мы получаем лучший и наиболее быстрый результат. Следующее правило, то, о чем мы говорили, что косметические средства должны соответствовать конкретному типу и состоянию кожи. То есть прежде чем выбирать какие-то баночки, какие-то колбочки или тюбики, пожалуйста, определите для себя, какой у вас тип кожи и какое состояние кожи на данный момент, то есть какую проблему, какой вопрос вы хотите решить на данный момент. И для любого типа и состояния кожи необходимо применять единые правила ухода. О системе регулярности я уже сказала. И вот теперь, что же у нас входит в ежедневный уход? Если вам нужно, вы можете это записать. Утром это обязательное очищение, тонизирование, потому что тонизирование дает возможность следующим средствам более глубоко проникать в кожу. Увлажнение – это утренняя процедура, да, увлажнение кожи. И защита. Что значит защита? Прежде всего от солнечных лучей, от каких-либо повреждений. Это важно для жителей крупных городов. У нас очень плохая экология. Это все учитывается в качественной косметике. Вечером
Опять же, первый этап – это очищение. Даже если женщина находилась дома, никуда не ходила, не накладывала косметику, считает, что кожа у нее чистая. На самом деле это не так. Так что это плохая новость, наверное, для вас. В первую очередь это опять очищение, опять тонизирование, а вот потом идет питание или стимуляция, потому что в ночной период кожа наиболее активно воспринимает все полезные вещества. Кроме того, это ежедневный уход, утро и вечер. То есть так же, как вы чистите зубы, так же, как вы, ну, я не знаю, моете посуду вечером, там, утром, обязательно какие-то у вас ритуалы. Точно так же обязательный уход утренний и вечерний. И кроме этого существует понятие дополнительного ухода. То есть 2-3 раза в неделю вы можете проводить дополнительные какие-то процедуры. Это могут быть какие-то активные сыворотки, которые нельзя использовать, допустим, чаще. Это может быть более глубокое очищение, какое-то скрабирование, да, или какие-то маски. Это уже дополнительный уход, но опять же, в зависимости от типа кожи. Какие-то вопросы, может быть? У вас есть вопросы? Наталья, вот вопрос такой. Можно ли заменить салонный уход на домашний уход? Вопрос очень интересный в связи с тем, что салонный уход сейчас очень популярен, но я должна сказать, что салонный уход не отменяет домашний уход. Если у человека, у женщины не будет домашнего ухода, даже в молодом возрасте, когда такой уход занимает меньше времени, допустим, то есть он проще, все равно как бы тогда ей потребуется гораздо чаще ходить к косметологу, кожа будет иметь очень плохой вид и очень плохое состояние. То есть как можно не чистить зубы, допустим, 2 раза в день? Вот как можно не умываться, не очищать кожу, не тонизировать ее 2 раза в день? Вот, то есть это вопрос непонятный. Какие-то салонные процедуры, если требуется, их можно производить, можно к ним обращаться, ну, скажем, с какой-то периодичностью. Опять же, это зависит от типа кожи, от возраста и так далее. Но ежедневный уход – это базовый уход. И чем как бы качественнее он будет, тем дольше ваша кожа будет в хорошем состоянии, тем меньше вам потребуется, реже вам потребуются услуги серьезные, да, косметолога, и тем дольше вы сохраните свою кожу молодой, красивой и здоровой. Наталья, а вот такой вопрос. Что предлагает конкретно Вивасан для разных типов кожи? Очень хороший вопрос. Довольно большой ассортимент предлагает нам Швейцария. Есть серии или отдельные продукты для молодой кожи. Она имеет свою специфику. То есть, опять же, часто бывает проблемная кожа, угреватая кожа, с забитыми порами, с широкими порами. Поэтому мы предлагаем серию пурификантов. Сейчас у меня здесь, я не вижу показать. Серия пурификантов есть для глубокой очистки. Это гель для глубокой очистки кожи и крем для глубокой очистки кожи. Также мы можем использовать пенку Вивадерм, некоторые ее любят. Используем серию чайное дерево, куда входит тоник, великолепный тоник чайное дерево и крем чайное дерево. Также используем крем Viva Active, тоже для проблемной кожи очень хорошо подходит и хорошо увлажняет ее. А кому-то нравится крем Календула, питание, увлажнение, солнцезащита. То есть для молодой кожи довольно широкий ассортимент средств. Каждый подбирает по тому, что ему больше понравилось. И должна сказать, что для молодой кожи, но не проблемной, мы используем серию, вот в линейке Viva Beauty у нас есть серия Fountain of Youth, фонтан молодости. Сюда еще входит, ну просто нет у меня здесь показать,
гель для очищения кожи. Дневной крем, ночной крем. Для зрелой возрастной кожи у нас вообще ассортимент более чем достаточный. Ну вот, скажем, с 35 лет и до 50 мы можем использовать, сейчас скажу, вот великолепная серия, тоже, но я покажу пока один вот такой крем и тоник, да, Secret of Serenity, одна из последних серий. По составу я потом расскажу. Значит, сюда входит тоник, великолепное тонизирование идет, очищение. Сюда входит вот такой дневной крем, ночной крем и крем для кожи вокруг глаз. То есть полноценная линейка для кожи уже зрелой, для того, чтобы предотвратить появление ранних морщин, для того, чтобы продлить хорошее состояние кожи, хороший тургор, упругость. Что еще бывает, мы используем? У некоторых даже в 30-35 лет появляются ранние морщины. Для этого у нас существует серия BTY. Сейчас я вот тут так приблизительно. Значит, это сыворотка и крем BTY. Именно для воздействия на мимические морщины, которые бывают, образуют даже на молодой коже, относительно молодой, 30-40 лет, ранние прямо заломы. Эта серия работает очень быстро. Что еще мы можем предложить? С 30 лет рекомендуется к использованию с 30 до 40 крем Gold 24 часа с наночастицами биозолота. Это пептидная косметика. Ну, если мы берем там уровень 40-50 лет, можно использовать серию «Зеленая икра», названа в честь водоросли каульерпа, которая похожа на зеленые икринки, очень дорогой такой компонент. Ну, поподробнее остановлюсь потом. Вот, и замечательный крем ДНА. Он вообще-то по схеме рекомендуется с серией BTY использовать. Здесь они дополняют друг друга, усиливают эффект. Это тоже пептидная косметика. А вот если мы уже говорим о совсем возрастной коже от 50 плюс, да, есть не то что альтернатива ботокса, это вообще альтернатива хирургии. Вот. Подтяжки. Здесь используются такие компоненты в сильной концентрации, которые дают очень быстрый, стабильный, стойкий эффект. И вот мы используем одну из новинок, это гель BioFoskin, который тоже быстро разглаживает морщины. Уже в течение 60 минут виден эффект, и эффект сохраняется в течение суток. Ну вот основную. Ну и вот гималайский бриллиант, серия, которую обычно используют в 40-50 лет. Вот ее любят, эту серию очень. Она специфичная. Сюда входят в состав экстракты растений Гималаев. Вот в целом, да, я вот так вот рассказала по сериям. И еще замечательный крем, я здесь не увидела, я вижу гипнотик. Вот, да, гипнотик. Такой у нас тоже. Гипнотик Вайпер – это тоже пептидная косметика. То есть для зрелой кожи в основном используются пептиды, это белковые такие молекулы, которые дают как бы возрождение, да, новых клеток. И используются стволовые клетки растений, которые также дают рост новых молодых клеток. Наталья, скажите, пожалуйста, что позволяет косметике волосам настолько быть эффективной? Именно почему она такая эффективная косметика? Но опять же, мы будем говорить о последних разработках, о новейших разработках лаборатории Швейцарии. Швейцарские ученые, да, они вообще как бы идут впереди планеты всей и в медицине, в здравоохранении, в фармацевтике и в косметологии. И здесь мы говорим о том, что у нас именно уровень космецевтики, да, то есть если еще и лечебный эффект оказывается нашей продукцией, да, вот наружной пускай, это уже космецевтика. Что это значит? Это значит, что косметика вся наша уходовая,
она состоит из очень маленьких молекул. Это называется низкомолекулярная косметика. В отличие от того, что мы имеем в масс-маркете, да, в широком употреблении на полках магазинов, скажем. То есть обычная косметика, она дальше второго слоя дермы не проникает, она работает только на поверхности. А чтобы возродить кожу, чтобы включить механизмы омоложения кожи, нужно, чтобы вот эти компоненты проникли до третьего и четвертого слоя дермы. Вот эти низкомолекулярные структуры, они как раз дают вот этот эффект. Потом используются очень эффективные и редкие компоненты, те же самые пептиды, те же самые стволовые клетки, причем все это растительное, все это натуральное, не синтетическое. Стволовые клетки человеческие не используются. Вообще это как бы такой вопрос этический, да, и он как бы сейчас под запретом. А здесь используются стволовые клетки растений, то есть это самое сильное, что дает рост новых клеток в организме. Ну, в данном случае мы говорим о коже. Вот, и за счет этого всего достигается очень быстрый эффект, удивительный быстрый эффект. Поэтому как бы регулярный уход нужен и уход правильной косметикой самого высокого уровня. Наталья, значит, смотрите, вот я хотела привести здесь слова известной американской актрисы Джейн Фонда. Истинная красота женщины в здоровье, в умении быть энергичной. Как вы считаете, насколько важно состояние здоровья любой женщины, любого мужчины, естественно, и как это соизмеряется с косметическими этими процессами использования? Вообще, Лидия, спасибо вам за этот вопрос. Это вообще база, да, вот база всего. То есть с этого по существу нужно начинать разговор о красоте. Без здоровья, да, красоты невозможно. Невозможно иметь красивую кожу. Хотя красота женщины не только в коже, да, это блеск в глазах, это энергия, самочувствие, да, и так далее. Вот, но если мы говорим о коже, то кожа самый большой орган, и, конечно, ее здоровье и красота зависит от того, что эта кожа получает изнутри. Это крайне важно. Да, то есть это и здоровый образ жизни имеется в виду, это и отсутствие вредных привычек, это и физическая активность, сон очень важен, то есть продолжительность не меньше 7 часов важна. И, конечно, питание. Питание – это витамины, это микроэлементы, макроэлементы, это минералы, это полиненасыщенные жирные кислоты. И мы должны сказать, что, к сожалению, состояние здоровья населения таково, что даже детки идут в школу у нас, уже 80% детей нездоровые. И чаще всего это заболевания желудочно-кишечного тракта. И вот я хочу просто немножко вот так градацию сделать. Что мы рекомендуем из нашей продукции? Вот сразу, когда говорим об уходе за кожей, да, необходимо, мы говорим, что нужно изнутри применять. Если это молодая девушка, молодая женщина, да, юноша молодой, это прежде всего артишок. Без этого вот вообще это продукт номер один. Артишок. Очистка печени, очистка крови, кишечник и так далее. Это флоромакс. Это лактобактерии самой большой концентрации, которые вообще есть на рынке. То есть вот эти вещи. Дальше. Витаминно-минеральный комплекс «Бодрость». 95% усвоения. 1 таблеточка в день. По существу вся таблица Менделеева. То есть то, что нужно для нормального функционирования организма. Ну, вот это основное. Причем, если сюда входят еще и витамины А, С, Е, они являются антиоксидантами. На антиоксиданты мы ставим всегда особый упор, и это прямо вот с молодого возраста. То есть то, что препятствует разрушению клеток, образованию свободных радикалов. Также прекрасный антиоксидант, вот наша ацерола, к примеру. То есть это вот база такая у нас. Можно, конечно, ее расширить там, и использовать также обязательно омеги. Есть у нас Витал Плюс, масло дикого лосося, есть у нас
Форте, где к маслу дикого лосося добавляется масло криля. То есть это вообще постоянный продукт на протяжении всей жизни. Если мы берем уже средний возраст, да. Я могу вам задать такой вопрос. Вот все-таки очень большой ассортимент косметики. Как бы вы немножечко его классифицировали для возрастных людей, допустим, для среднего возраста, для молодежи? Что бы вы порекомендовали из нашей косметики Вивасан? Ну, я уже говорила, что для молодого возраста это серия пурификанты, это серия чайное дерево. Да, вот четко определить, просто вот каждый, чтобы ну, понимал это, ну, как бы помедленнее, чтобы кто-то записал, что он имеет дело, вот какой возраст, приблизительные границы возраста, допустим, 15, 20, 30, 40, ну и так далее. Вот, пожалуйста. Я немножко этого коснулась, но, видимо, все-таки требуется повторить и более подробно. Для молодого возраста это можно уже начинать с подросткового возраста, когда меняется гормональный фон, и все это отражается на коже. В первую очередь это серия гель-пурификант и крем-пурификант. В их составе входит огромное количество экстрактов трав. Там не входят, конечно, ни пептиды, там не входит в состав гиалуроновая кислота, они там не нужны. Здесь те экстракты работают, которые направлены на сокращение пор, на регуляцию увлажнения, возникновению воспалительных процессов. И таким образом при регулярном использовании кожа приобретает совершенно другой здоровый вид. И плюс вот внутренняя косметика. Что касается более зрелой кожи, допустим, с 30 лет и до, ну, так уже, до 50 берем такой пласт. Здесь у нас уже нет таких воспалительных процессов, как правило. Они возникают крайне редко. Здесь у нас другая задача – сохранить красивую молодую кожу, сохранить ее упругость, сохранить здоровый цвет кожи, да, вот эту вот нежность, ее яркость какую-то, и препятствовать появлению ранних морщин. Поэтому мы используем серию вот эту. Мы используем серию, это Serenity, да, серия Serenity, которая уже содержит пептиды, которая содержит вещество люмисцил, препятствующее появлению пигментных пятен, которая содержит пептид матриксил 3000, который препятствует появлению морщин и мелкие морщинки разглаживает. Мы при дряблости кожи, которая появляется, может быть, в 40 лет, там, допустим, ближе к 50, мы используем серию, ну, скажем, при глубоких морщинах уже мимических, БТY и крем ДНА. Вот, это идет уже более серьезная пептидная косметика и по своему составу, как бы, да, и дающая быстрый эффект. То есть мы смотрим по состоянию кожи, потому что даже в 40 лет у одной женщины могут быть глубокие морщины, а у другой женщины может быть провисание овала. И, допустим, если мы берем провисание овала, то здесь вот, ну, вот такой тоже работает шикарно крем Гипнотик Вайпер, он быстро дает подтяжечку. То есть мы смотрим по факту, что, какую проблему требуется решать, потому что все индивидуально. Кому-то очень нравится крем Gold. Он насыщает кожу хорошо, он делает ее быстро упругой, плотной, красивой. И, что немаловажно, этот крем можно также наносить на веки, вокруг глаз, то есть по косточкам. На подвижные веки никогда кремы для век не наносятся. Вот обратите внимание вот на этот крем, это тоже пептидная косметика. Пептидная косметика – это вообще косметика самого высокого уровня. Если вы обратитесь в какой-то магазин, там хороший косметический отдел, там все, всегда задавайте вопрос продавцам: а у вас есть пептидная косметика? Вот, то есть это уже уровень, ну, как бы люкс косметики.
потому что далеко не всякий производитель может себе позволить вот такое произвести. На нашем заводе Интракосмет производится широко известная косметика La Prairie по заказу. И цена этой косметики не меньше 25, то есть начинается где-то от 25-30 тысяч рублей каждой баночки, каждой скляночки, да. А ведь формулы там, ну, немного отличаются от наших, практически не отличаются, да. То есть мы получаем косметику самого высокого уровня, натуральную, по вполне доступным ценам. То есть наши женщины российские, женщины со средним достатком, они вполне могут пользоваться этой косметикой. И что касается самого проблемного такого возраста, беспокойного, это от 50 и старше. Ну, вообще, конечно, чем старше женщина, тем больше ей требуется ухаживать за собой. Да, возможно, походы к косметологам, да, возможно, какие-то периодически более серьезные процедуры, но домашний уход никто не отменял. И косметологи, кстати, часто отмечают, что женщины приходят ухоженные, вот те, кто пользуется нашей косметикой. И, конечно, это также серия «Зеленая икра». Изумительная. Вот обратите внимание на нее, пожалуйста. Даже после 40 лет, после 50 лет великолепный уход. Это крем для век, большая баночка, очень надолго хватает. Это крем для лица, тоже в таком же объеме идет, вот 30 мл. И сыворотка. Сыворотка поменьше, 15, она с пипеточкой, капельная, ну там очень такое минимальное, прямо минимальный расход. Великолепные результаты дают, просто великолепные. Вот за счет стволовых клеток, за счет кактуса опунции. Кстати, есть немецкая косметика с каулер порядков. Ну, конечно, вот обожаемый мой гель Биофускин для возрастной кожи, опять же, по состоянию. Кому-то требуется уже после 40, кому-то после 50. Но хочу сказать, что, опять же, кому-то будет достаточно одного флакона и захотят что-то другое взять. Но я всегда рекомендую, воспользуйтесь 2-3 как бы флаконами или баночками подряд, чтобы закрепить эффект, чтобы его усилить. То есть это уже наглядно все. Ну вот, в общем. Спасибо. Вот я хотела немножечко здесь напомнить одно высказывание. Бриджит Бардо, ну все мы знаем, это известная артистка, которая необыкновенно красивая, необыкновенно стройная. И она говорила, нет работы тяжелее, чем стараться выглядеть красивой с 8 утра до полуночи. То есть, чтобы быть красивыми, конечно, мы должны заниматься собой, начиная с юного возраста и заканчивая зрелым возрастом. Причем помнить всегда об этом. Наталья, вы не могли бы немножечко остановиться на активных компонентах кремов Вивасан? Какие-то особенности есть активных компонентов? Да, конечно. Важный вопрос. То, что везде используются экстракты растений, это мы уже поняли. То, что косметика вся низкомолекулярная, глубокого проникновения, это тоже уже было озвучено. Какие же пептиды являются наиболее, ну, скажем, важными, да, в действии нашей косметики? В креме Гипнотик Вайпер, вот таком, да, используется пептид син-аке, который приравнивается, да, как бы к пептиду змеи, храмовой куфии, к змеиному яду такому. Работает он моментально, то есть яд этой змеи парализует человека. Вот пептид, равносильный такому яду, подобный яду этой змеи, используется в нашем креме. То есть он моментально дает вот расслабление мышц мимических, и уходят морщинки. В серии бета-Y, сыворотка и крем, да, бета-Y, используется пептид аргилерин.
Многие косметологи его знают, то есть он используется в работе профессиональных косметологов. Да? Этот пептид также способствует миорелаксации, то есть работает как ботокс. Он у нас и в серии БТY, и он у нас еще в самом сильном креме, который у нас является альтернативой пластической хирургии, это крем Лотум. Ну, сейчас вот другая немножечко упаковочка у него. Вот. Что касается, допустим, биофоскин геля, то здесь используется такое вещество, как спилантол. Вот 5%, которые здесь спилантола, который дает тоже очень быстрый эффект. В течение 60 минут морщины разглаживаются и долго держится результат. Сутки держится. Что мы еще используем? Значит, вот в серии Fountain, это серия для молодой кожи, вот голубенькая, да, здесь, естественно, пептидов нет, но здесь используются растения определенные, допустим, лен альпийский, который препятствует возрастной пигментации, здесь используются омега-6, полиненасыщенные жирные кислоты, увлажняющие, и масло авокадо. Так, теперь, если мы возьмем крем ДНА, то здесь у нас используется молекула ДНК-клетки, дезоксирибонуклеиновой кислоты. То есть это крайне редкий компонент, и можно по пальцам пересчесть кремы вообще мировых производителей, их не больше десятка будет, которые используют эту молекулу. И вот наш крем в этом списке стоит ДНА на первом месте. Что еще? Ну, про зеленую икру я сказала. Здесь у нас водоросль каулерпа, чрезвычайно ценная, то есть насыщение микроэлементами и минералами. Плюс здесь стволовые клетки кактуса опунции. О стволовых клетках я уже говорила. Стволовые клетки также используются в серии гималайский бриллиант. Здесь стволовые клетки растительные, псилантуса бенгальского или так называемого кофейного дерева. И помимо этого экстракт кардицепса. А кардицепс используется вообще-то в медицине. То есть крайне важное вещество для сосудов в основном. Ну вот, не знаю, что я еще забыла, может напомнить. Вот этот биозолото, да. Здесь у нас соединение наночастиц золота и аура трипептид, аура-28. За счет вот этого соединения идет целенаправленное воздействие на конкретные клеточки. Наталья, спасибо большое. Что бы вы могли порекомендовать как дополнительный уход косметики Вивасан? Вы знаете, не могу обойти внимание наши эфирные масла. Это золотой фонд компании. И всегда спрашивают люди, а как еще их можно использовать? Ну, понятно, там массажи, аромаванны, там люди знают, ингаляции знают, полоскания знают. Но дело в том, что у нас такой колоссальный ассортимент масел, и они настолько высокого качества, что они используются как внутрь, так и наружно, да. И в том числе в косметологии, то есть их можно добавлять в какие-то кремы, особенно это любит молодежь, да. Вот как бы возрастная косметика, лично я, например, не люблю туда добавлять эфирные масла, потому что здесь сбалансированные формулы. И я уже не считаю нужным туда внедряться с эфирными маслами. Но это лично мое, мнение. А вот то, что касается кремов лечебных больше, календула, виваактив, чайное дерево, допустим, да, то, конечно, туда смело можно добавлять эфирные масла. Лимон, апельсин, они осветляют. Апельсин еще дает очень такой здоровый тон кожи. Лаванда регенерирует, то есть у кого есть рубцовая ткань, допустим, да, то есть были какие-то фурункулы, образовались рубцы. Вот лаванда, она очень хорошо регенерацию дает вместе с кремом календула. То есть у меня были случаи с глубокими рубцами, около 2 месяцев девушка пользовалась, и рубцов не было. Тяжелейшие были ожоги на лице.
Точно так же работает ладан. Но ладан еще и антивозрастное масло прекрасное, поэтому там шире действие. Роза Марокко. Я только вот основные моменты говорю. На самом деле каждое масло работает многопланово по коже. Роза Марокко самое такое, одно из самых дорогих наших масел. Шикарно работает в косметологии. И вот то, что мне нравится, я всегда эту фразу говорю. Моментально подтягивает оплывший овал лица. Вот моментально. И плюс к этому дает изумительный цвет какой-то лица, вот сияющая кожа становится, даже возрастная. Масло пачули любят, тоже это масло, которое дает подтяжку. То есть можно и для тела использовать в составах, и для лица. Масло фенхель. Нравится, не нравится, но это масло выводит отеки. У кого склонность к отекам, вот все используют масло фенхеля. И очень мне нравится масло розового дерева, там широкий спектр действия и для возрастной кожи, и для молодой кожи, то есть там и противовоспалительный эффект, и осветляющий, и это прекрасный тоник для кожи, то есть его можно добавлять в любые как бы кремы свои. Ну и чайное дерево, конечно, не могу обойти вниманием, это лечебное масло, конечно, это любые воспалительные процессы. Это я коротко, то есть в кремы, допустим, добавлять. Дальше аромалед, особенно в жаркое время года, хотя любят некоторые пользоваться в любое время года. Аромалед делается с добавлением сливок, молока или сливок. Ну, как бы я считаю, сливки лучше. То есть можно половину воды, половину сливок, и там, смотря какое количество, несколько капель эфирных масел и разлить в формочки, поставить в морозилку. Утром, вечером прекрасно. Если у вас нет тоника, допустим, вы можете тоник заменить аромальдом. Но желательно курсами проводить, все-таки делать перерывчики. Что я еще хочу сказать? Обязательно при уходе за лицом не забывайте про зону шеи и декольте. Это вот больное место женщин в возрасте. Потому что за лицом почему-то все считают нужным ухаживать, а за шеей и декольте вообще как бы не хотят, не знаю, не думают об этом. На самом деле шею и декольте называют паспортом женщины. То есть вот обратите на это, пожалуйста, пристальное внимание. Поэтому все средства, которые вы используете для лица, точно так же их же нужно использовать для зоны шеи и декольте. Ну и что еще я могу сказать, что, конечно, кто-то любит, вот я это очень люблю, знаю еще многих знакомых, которые любят проводить массаж лица, очень много техник есть, можно в интернете найти, с нашими маслами. То есть мы используем базовые масла, жожоба, авокадо, иногда органа, с добавлением эфирных масел. И делаем массажи. По существу это идут лимфомассажи, шея, вот сюда ключицы задействуются, да, вот они идут, лимфоузлы здесь, вот все это прорабатывается, вот идет подтяжка определенных зон, идет работа с вот этими мышцами, идет с скуловыми мышцами, вот. Ну, там серьезные техники прорабатывается. Есть. Вот с этими маслами великолепно работают, и косметологи даже отмечают, что в отличие от обычных масел, эти не нужно потом убирать с лица, то есть идет полное впитывание. За 15 минут и полностью все всасывается. А если брать обычные масла, там, ну, не знаю, виноградных косточек, абрикосовая, там, зародыши пшеницы, допустим, миндальная или оливковая, и добавлять эфирные масла, да, эффект будет, но после процедуры вот это все нужно убрать с лица. После наших масел этого эффекта нет. Ну, вот как бы это дополнительный уход, но который доставляет очень большое удовольствие. Просто женщина должна любить себя. Любить себя. Я могу только единственное, Наталья, резюмировать. Если словами Софи Лорен, ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива. Вот, наверное, это очень правильно, вот наша вот как бы встреча. Это да, но я могу еще также закончить словами Эвелины Хромченко, да, вот наш известный эксперт моды, но великолепная женщина, которая прекрасно выглядит. Может, я недословно скажу, но смысл в чем? Что женщина, которая не ухаживает за собой,
она просто не уважает себя. Ну, замечательно. Просто чудесно. Я могу только сказать о том, что если у вас появятся вопросы, то вы можете обращаться к своим консультантам, которые вас пригласили. Но поскольку вот такими красивыми словами заканчиваем, я хотела бы вам показать несколько картинок. Да? Ну, как всегда, не очень умные, но достаточно смешные. Вот здесь вот как бы такая спорная. Наши женщины тратят на косметику гораздо больше, чем страна на вооружение. Это и понятно. Они и победы одерживают чаще. Если женщина молчит, значит, она либо красит губы, либо придумывает, почему мужчина снова виноват. Но красить губы – это еще очень-очень важное дело. Вот Коко Шанель говорила, если тебе грустно, нанеси немного помады и переходи в наступление. И вот как мы наносим помаду. Сначала ноготочки, в общем, накрасилась, напудрилась, намазалась. Ну все, я готова идти за хлебом. И вообще, когда мы говорим об уходе за собой, да, дорогие дамы, потому что я думаю, что это в основном для женщин сегодняшний наш эфир. Дорогие дамы, бывало ли у вас такое? Накрасилась, причесалась, вышла из дома, вся сияешь, никто не встретился, так и вернулась домой красивая. И быстренько сбегала за хлебом. На голове утек, накраситься не накрасилась, надела кое-какую шапочку и встретила одноклассницу. Может быть, одноклассника, но одноклассницу это еще хуже, которую не видела несколько лет. И думаешь, ну вот, вчера же я была красивая. Поэтому ухаживать за собой нужно всегда. И вот, пожалуйста, Эстэ Лаудер говорит, не бывает некрасивых женщин, бывают равнодушные к себе. А как у Шанель еще добавляла, ленивые. И вот чтобы нам не лениться, но я когда слушала Наташу, да, действительно очень много вариантов, очень много всяких вариантов, и поверьте, они очень мощные. Но все-таки, я думаю, надо индивидуально подбирать. Что касается очистки, это достаточно, ну, как бы, ну, даже не всегда похоже. Бывает жирная кожа, бывает сухая кожа. И все это подбирается индивидуально, поэтому обязательно смотрите и обращайтесь к своим консультантам. Если у вас сейчас есть вопросы, мы с удовольствием на них ответим. А может быть, у вас есть собственные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться. Игорь, есть хоть какие-нибудь там вопросы по этому поводу? Ольга Там Васильевна, один вопрос, я его в чат скину. да. Ага. Игорь, назовите вопрос. Расскажите о креме Вивадер для лица. Для кого его лучше применять? Только крем Вивадерм? Да. Вот вопрос такой. Значит, я говорила о пенке Вивадерм, и есть у нас крем Вивадерм. Крем Вивадерм предназначен для людей с очень сухой кожей. Туда входит мочевина, причем в большой концентрации, 12%, по-моему, это очень много. Крем предназначен как для тела, так и для лица. То есть это уровень такой вот, как бы, да, общий. И замечено, что, кстати, этот крем также уменьшает воспалительные процессы. То есть в некоторых случаях он работает хорошо и в подростковом возрасте. Хочу обратить внимание, что у нас помимо этого крема и пенки появилась не так давно еще линеечка Vivadерm Med для людей с аллергией, с атипичными какими-то аллергическими реакциями, которым нужно ухаживать за кожей, но они не могут подобрать себе средства по уходу за кожей. Вот как раз это лечебная косметика, космецевтика самого последнего поколения с учетом всех требований и стандартов. Там есть крем для лица, там регенерирующий, там есть крем вокруг глаз для век, и там есть средства балансирующее как бы вот для жирной и сухой кожи, то есть баланс выравнивает, и средства для тела. То есть несколько продуктов, которые все вопросы как бы решают.
А пенку Вивадер можно использовать как очищение для лица, для тела. Нет ли там каких-то рецептов, кто из наших зрителей делится? Игорь, не видно там? Все хитрят, никто не хочет делиться. Если у вас будут такие рецепты, пожалуйста, показывайте. Но мы, наверное, на сегодня заканчиваем. И хочу еще поставить такую музычку. Это мне навеяла Лида Шунина в красном платье. Леди Нед. Крис Бёрк, которую поет. И вот на этой замечательной песне мне хотелось бы пожелать всем здоровья, красоты, счастья. И еще больше всего украшает, конечно, улыбка. Будьте здоровы, богаты и счастливы. Спасибо всем. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо.